как она называется, эта штука? Вот тут написано. В общем, вот такая штучка нужна для работы CarPlay, да? Apple CarPlay, Android Auto. Android Auto, да. Это адаптер. Чтобы система думала, что ты iPhone подключаешь, да, к нему? Угу. Заказать ее где можно? На любом сайте, да? Ну, с Алиэкспресса вот приехала. Очень долго ехал. И были шансы, что не доедет. Почти 2 месяца ехала. Офигеть. И это тебе не повезло или это так бывает? Я без понятия. При этом доставщик признал утерю товара и сообщил в магазин, что она утеряна. А она все равно приехала. Вот оно, это чудо. Из коробочки. USB-шка одна, USB-шка вторая. А, нет, не USB-шка, это зарядка, да, для нее? Ну, это оно так к магнитоле подключается. То есть, вот. Угу, USB-шка и сюда. Потом А вот дело... эта вторая USB-шка, это кто такой? Это хер его знает. Вот, наверное, для проводной связи. Но оно как бы по беспроводу нормально работает. В общем, такая коробочка подключается в USB разъем. Оно само определяет, что к нему Android или iPhone подключено, и соответствующий интерфейс запускает Android Auto либо Apple CarPlay. iPhone тоже к ней подключается. Да. Также по беспроводу. Угу. Выведены шнуры, но это с Японии, да, было? Это да, оно это почти оно везде. так и приехало. А на SJ также все будет, да? А, ну на SJ таких систем нет, чтобы там был этот CarPlay. Очень редко. Ну, современный, может, есть. От того, что туда воткнуто, ну, в машину. Так, ну и что, давай запускай. Все, это Она сейчас будет пиликать или что? Оно не будет пиликать. Не светиться, ничего не будет? Нет. Оно просто убирается в бардачок, Понятно. прячется и все. Запускаешь машину. Какая заставка классная. Форестер. Все, и ничего никуда нажимать не надо. Диатон. Опа. Это уже оно? Да. Вот так оно работает. Все, оно сейчас само. А это он так Вспомнит. работает, потому что ты уже с ним сопряжение делал, да? Ну да. Ну, он А у тебя автоматически. Bluetooth включен на телефоне? Да, он автоматически этот телефон нашел. Вот он его запустил. Интересно, быстро так сработало. Мультитача в этой системе в принципе нет. Какой-то он живчик. Ну и идет оно, конечно же, с задержкой. Но Ну, это меня не особо волнует, потому что пофиг. Ну это какая-то интересная задержка. Это точно не как китайская какая-нибудь магнитола. Оно плавное, но почему-то оно такое, как в тумане. Заторможено чуть-чуть. Но это оно не тупит. Мне так кажется. Это эти Яндекс карты сейчас. Есть еще Гугла карты. Можно спутниковые снимки смотреть. Мне кажется, оно даже интереснее, чем на телефоне работает. Вот если Google карты открыть на телефоне, здесь прикольно. Это знаешь, такой убаюкивающий эффект какой-то, расслабляющий. Ну так, знаешь, где-то Для ленивца какого-то. где-то едешь, можно там, допустим, какую-нибудь реку, озеро увидеть недалеко. Ну, Так, да. в основном это вот так выглядит. Тут музыка играет, переключается. Тут карта. А еще что тут есть? В принципе, ничего особо интересного. Подожди, я уже нажал. А, вот это его интерфейс, да? Ну это то есть все, что у тебя на телефоне, я так понимаю. Ну да. То есть, если на телефон что-нибудь установишь, то, что поддерживает Android Auto, оно здесь появится. А, вот так даже. То есть это с телефона, но не все, что у тебя есть на телефоне. Только то, что поддерживается этой программой. Ну да. Все, это ну, раз, два, три. В общем, ничего сложного, да? Угу. Главное коробочку цепляем к USB-шке. А если нету USB, надо выводить, да? Ну да. Скрывать вот это все и пытаться там подключиться. А в комплекте не было никаких USB, да? Ну вот, стандартный провод вот этот был и все. Ну то есть его тоже можно подключить к магнитоле. Только придется где-то там его прятать, да? Ну, скорее всего, да. Все понятно. Если магнитола такое позволяет.
Ну, я думаю, позволяет. Или есть варианты, что не позволяет. То есть, как бы От магнитолы зависит. по А так, в современности. принципе, что, оно с мультирулем работает, вон, песенки переключаются. Голосовой помощник работает. Произошла ошибка. Повторите попытку. Иногда. Какая сейчас погода? Сейчас во Владивостоке 21 градус и облачно с прояснениями. Сегодня облачно с прояснениями. От 20 до 22 градусов. Примерно похоже. В принципе, вот облачно, вон прояснение, Да, вот 20 вон градусов. 20 градусов. Поэтому работает. Общение какое-нибудь приходит? На телефон? Да. WhatsApp или без разницы? Без разницы. Ну, смотри, пускай играет музыка, напиши Мгм. мне что-нибудь в WhatsApp. Все, я послал привет. Телефон тоже понимает, что он подключен к машине. Да. Android. То есть, да, тут запущена Android Auto. В самой вот этой системе, Ага. диатоновской, тут же есть этот, как его, вот Apple CarPlay. Ага. Здесь Android Auto нет, а сам Apple CarPlay тут есть. Вот сейчас через CarPlay подключена вот эта коробочка, которая превратила его в Android Auto. А если бы это был iPhone? Ну и был бы именно CarPlay стандартный айфоновский, без затупов. То есть оно бы так не подлагивало, как вот это. Да. О, пришло. О, вот так это выглядит. Привет. Вы хотите ответить? Да. О-о-о. И что, это Да. мне сейчас все придет? Есть нюансы. Что написать? Ну привет, коль не шутишь. Вот ваше сообщение. Ну привет, коль не шутишь. Готовы отправить сообщение? Да? Сообщение Ничего отправлено. себе сервис, вот оно пришло. То есть его можно только прослушать. Вообще тут как-то... Привет. Вы хотите ответить? Нет. Окей, без проблем. Смотри, если это дело смахнуть, оно по идее... ну оно уже как прочитанное. Оно могло появиться вот здесь. Вот, здесь можно прочитать. Каким вот образом это выглядит. Ку-ку. И также все с мультируля, да, управляется? Ну, а что здесь? Ну, здесь только громкость и переключение песен. А ок там прослушать, подтверждение. У меня, в принципе, такой возможности нет на руле. У меня вот переключение песен туда-сюда, громкость, источник. То есть я могу на радио переключить здесь на какой-нибудь там Bluetooth. И инфо это вообще вон тот экран переключается. Видишь, оно продолжает играть, он бах, обратно включается. Пока он подключен к машине, ты на телефоне Bluetooth не выключишь. Прикольно. О, Вот отключился. повезло. Ну тогда давай твое подключать. Потому Это что вот это ты видел, он пин-код выключился, такой? потом включился. Угу. Это не пин-код. Это ты просто вот эту штуку сейчас найди у себя. ТБЕ. О, видал, обратно сам подключился. Слушай, ладно, попробуй сам Вот, я его найти. нашел. Попробуй подключиться, что получится, нет. Я думаю, нет, потому что код доступа 322696. Не удалось подключиться. Подключение. Вот тут, да? Давай. Вызов он активный только что был. Ща. Ну, видишь, еще работает с задержкой. Алло. Алло. Вызовы. Так, ладно. Возможно, он сейчас и включится опять. Подключено для вызова. Подключаться ко мне. Мне интересно, что сопряжений никаких не вводил. То есть цифры эти. Он показал.
Что надо нажать? Ну, я не вводил. Как быстро работают андроиды, да? У тебя в телефоне есть Android Auto? А, я фиг его знаю. Должен быть. Ошибка запуска программы. Посмотри у себя Android Auto. Он, по идее, по стандарту должен быть установлен. Если у тебя его внезапно нет, перейди в настройки. Обновить. Обновить можно. Ну, обнови, если хочешь. Посмотри, что там в настройках пишут. То есть на всех телефонах Android Auto уже установлено, да? Ну, по идее, да. Какой-то кораблик, он тут сигналит кому-то. Зачем-то. Так. Что теперь? Ну, перейти в настройки. Не-не-не, вот. Подключить автомобиль. Давай попробуем. Вот он его показывает, да? Давай попробуем, конечно. Может, у тебя телефон беспроводной не поддерживает? Не знаю. И в этом случае я, наверное, должен через провода подключиться к этой коробочке, да? Включение по Bluetooth. Подключить автомобиль. Пум. Повторить. Так, хорошо, если по-другому. Если вот так вот сейчас взять. Он с твоим телефоном не хочет дружить. Мгм. Так, чтобы начать настройку, нажмите «Держите кнопку управления на руле». Даже вот так. Что? Что-то произошло. О, добро пожаловать. Первый раз просто сопряжение не прошло, да, наверное? Ну вот, на телефоне тыкай. А что здесь тыкать? Ну, что тут? Посмотрел. Ну, окей, наверное. Пускай будет окей. Добро пожаловать. Продолжить. Все, вон у тебя значок загорелся. Ты можешь сейчас на телефоне настроить Android Auto, настроить менюшки, какие здесь у тебя будут приложения, какие поддерживаются и включены у тебя в этом Android Auto. Не хочет Нет, ничего. отключать не надо. Приложение для вождения включено. Wi-Fi даже что-то запустился, я смотрю. То, что у тебя здесь есть. Сообщение, погода. У У тебя меня на Navitel. Navitel есть? Да, Navitel. Выпускающийся с 1997 года, построен на базе шасси Subaru Impreza, производится на заводе Ганма Яджима Factory в муниципалитете Ата, Япония. Подробности можно узнать по ссылке в приложении Google Ассистент или Google Home. Такие дела. А это от магнитолы зависит, да? Поддерживает она беспроводной CarPlay или Ну, нет? конечно. Diaton Sound не поддерживает, да? Или просто это какой? 18-й год? Не наверное, да? поддерживает. А любой год не поддержит? Сейчас же 22-й, 23-й, 24-й. Ну, я без понятия, как оно в новых сейчас. Ну, возможно, поддерживает. Подозреваю. Возможно, новый Android поддерживают уже.
Ну да, логично. А у твоего друга какая магнитола стоит? На X-брейке. Это с мокрый асфальт. Тоже который Диатон, но не такой, там какой-то он другой. более свежий? Он другой. Там экранчик поменьше. И там тоже есть какие-то интересные приколюхи. Там, когда заднюю передачу включаешь, Угу. если в камере видно другого Форестера, Угу. то он его подпишет, что вот, Форестер, смотри. Прикольно. Он его распознает. В общем, iPhone цепляем сюда, да? А какой провод у iPhone? На зарядку обычный? Ну, обычный провод айфоновский, да. С одной стороны USB, с другой айфоновский. И тогда он будет работать так, как 18-й год Forester. Диатон не поддержит беспроводную связь для Apple CarPlay. Но вот эта коробочка поддерживает. То есть, если есть коробочка, то можно уже что угодно подключать. И Да, Android, оно и будет немного подлагивать. Ну, задержка через вот эти беспроводные все соединения, через коробочку. iPhone тоже будет. Ну, это да, это не телефон же топит, а вот эта коробочка. Мгм. Потому что она такая вот дешманская, китайская. А сколько она Вот. стоила? 5 с чем-то, 5500 что ли. Мне сегодня Меркулов, я говорю, что ты подъедешь, там можно попробовать подключить iPhone. Он такой, можно было под вот эту штуку запустить, то есть не покупая коробочки, а купить старый iPhone. Я что-то послушал, думаю, интересно, зачем? Ну, чисто для машины iPhone покупать. Да-да-да, за 6 тысяч, говорит, самый дешевый. Ну, Так лучше уж коробочку за правда, 5. зачем? Такая вот идея сегодня прозвучала. К этой коробочке можешь, грубо говоря, любой телефон подключить. Ну да. Совершенно согласен. iPhone чисто для машины, ну, странное решение. Тем более самый дешевый. Ну, видишь, мнения всякие бывают.